Предыстория. 20-й год Веснота. Основание Веснота. Во время века основания Веснота важными географическими объектами были Зеленый остров и Великий континент. Халдрик был самой важной фигурой того времени. Этот век закончился основанием королевства Веснот, нападением орков, эльфов и людей из моря. Предыстория. Эльфы и гномы заселяют Великий континент. Люди заселяют далекий запад. Люди Халдрика колонизируют Зеленый остров с континента дальше к западу. 200-й год до Веснота. Владыки Личи прибывают на Зеленый остров после поражения в войне на далеком западе. После долгой войны люди Халдрика устанавливают свое господство на Зеленом острове. Висфолки и владыки Личи оттеснены в малоплодородные земли. 12-й год до Веснота. Принц Южной бухты обнаруживает Великий континент. 11 по 7 год до Веснота. Принц совершает несколько поездок между Зеленым островом и Великим континентом. 6 год до Веснота. Во время поездок на Великий континент старший принц заболевает и умирает. Его младший брат обвинен в убийстве. Для отвлечения младший принц начинает войну с Висфолками и владыками Личами. Владыки Личи чувствуют, что будут уничтожены, и открывают врата на родину орков на западе. 5 по 2 года до Веснота. Зеленый остров наводнен орками. Висфолки покидают владык Личей, боясь стать добычей орков. Принц Халдрик проводит эвакуацию выживших на Великий континент. На заре Веснота начинается. 1 год до Веснота. Человеческие поселенцы, ведомые принцем Халдриком, достигли западного побережья Великого континента, земель, позже известных как Жемчужная бухта, в больших количествах. Люди прибыли во время кипящей вражды между эльфами и гномами. Эльфы и гномы не доверяют людям, происходит небольшая битва. Посланцы из леса Весмир прибывают и просят Халдрика прибыть на Ка-Лиан. Принц Халдрик просит 4 эльфийских лордов Дионли, Логалмир, Ариат и Эль-Изометир о помощи и землях. Они поставили перед ним 4 испытания, чтобы проверить ценность помощи, которую он обещает. 1 год Веснота. Халдрик награжден равнинами к северу и югу от Великой реки. Халдрик соглашается на договор о взаимной военной помощи с эльфами, но Каллиан решает, что они предадут его и позволят людям и оркам уничтожить друг друга в войне. Халдрик, узнав об этом, относился к договору как к бессмысленной бумаге. Огненный рубин спрятан, и владыка Лич Живьян обманут, полагая, что его хранят эльфы. Халдрик основывает королевство Веснот в равнинах к югу от Великой реки. Царствование Халдрика I начинается, на заре Веснота заканчивается. 2 год Веснота. Орки, следовавшие за кораблями, плывшими с Зеленого острова, достигают Великого континента. Эти орки уничтожены отрядами Халдрика. Часть выживших орков вернулись на Зеленый остров, остальные напали на эльфов. Король Халдрик помогает эльфам одолеть орков. 8 год Веснота. Вторая волна орков прибывает с Зеленого острова. Эти орки начинают закрепляться на большой части севера Великого континента. Эрлонас Весмирский принимает участие в первом прямом противостоянии эльфийскому и орков. Нашествие орков происходит в 8 по 9 годах Веснота. Халдрик I публично разрывает договор с эльфами, отказываясь предоставлять помощь. 9 по 11 года Веснота. Многие эльфы убиты в битве с орками. Эльфийские эмиссары покидают Веснот. 12 года Веснота. Калинс
бежит от орочьего нашествия в его родной лес Линтанир, легенда Весмира начинается. Оркам не удается захватить лес Весмир, и вместо марша на юг вдоль побережья они разрушают человеческие поселения. Эльфы отказывают людям в военной помощи против орков. Люди-беженцы из приближенных населенных пунктов поселяются в местности, которая станет известна как Великая Центральная Равнина. Дантонг, который станет самым большим городом Веснота, основан. 20-й год Веснота. Халдрик I умирает. Халдрик II восходит на трон. Люди и эльфы на голову разбили орков в Вес-Лате, таким образом остановив продвижение орков. Новый договор между людьми и эльфами, подписанный король Халдрик II, позволяет эмиссарам эльфов вернуться в Веснот. Эльфы сообщают Халдрику II о опасности, связанной с незащищенным огненным рубином. 20-й после 30-х года Веснота. Укрощение дикости. Это эра, в которой Веснот расширил и определил свои границы и заселил утвержденные за собой области. Укрощение дикости относится к заселению незаселенных земель, а также к колонизации северных земель. Конец этой эпохи отмечен трения между городом-государством Эленсифаром и Веснотом, которые будут продолжаться в течение следующих сотен лет. 21 год Веснота. Основание Великой Академии на Алдуине. 23 год Веснота. Калинс и Ландар, позже ставшие верховными лордами эльфов, смогли тайком проникнуть в лагерь орков и убить великого вождя. Начинается длинная орочья гражданская война. Орки не в состоянии предпринять действия против других рас в это время, и Веснот имеет длительный период, в течение которого он может расширяться, получая лишь небольшое сопротивление. 24 год Веснота. Калинс освобождается от командования Калианом. Он возвращается в лес Линтанир с Калиадил. Группа эльфов-ксенофобов начинает собираться вокруг Ландера. 25 по 40-е года Веснота. В 25 году Веснота Халдрик II направляет экспедицию для возвращения Рубина Огня из места сокрытия. Халдрик II предлагает племени гномов создать скипетр огня с Рубином Огня в центре. Эльфы, связанные с группой Ландера, напали во время передачи Рубина. Скипетр огня начинается. Происходит действие скипетра огня. Халдрик II узнает, что скипетр был создан и утерян в 40 году. Он не будет возвращен почти 500 лет. После смерти Турсагана, мастера рун, все мастера рун убиты, и рунное дело забыто на несколько веков. 26 по 50 года Веснота. Ландер объявляет себя верховным лордом эльфов, начав гражданскую войну. 51 год Веснота. Новая письменность Веснота обнародована королевским указом. С этого момента все королевские и общественные документы записываются в новом письме. Оно быстро распространяется через торговые классы. Старая кистевая письменность по-прежнему используется в магических целях, в науке и в некоторых возвышенных формах литературы. 50 по 93 года Веснота. Эльфийская гражданская война и легенда Весмира заканчиваются. Калинс, объявленный верховным лордом, начинает реорганизацию и милитаризацию эльфийского общества для борьбы с орками. В конце 93 годов он уступает контроль восстановленному Калиану и снова возвращается в лес Линтанир. 121 года Веснота. Орочья гражданская война останавливается. Набеги на эльфов и людей возобновляются. Период беспрепятственной экспансии людей заканчивается, но армия Веснота сильнее любого своего противника. 122 год Веснота. Город Эленсифар захвачен орками. Менельдур, матрос из Эленсифара, начинает свою миссию по освобождению города. 123 год Веснота. Менельдур вместе с мертвецами Зеленого острова освобождает Эленсифар. Эленсифар впервые становится независимым городом государством. 161 по 164 года Веснота. Недавно коронованный король стремился сделать безопасными дикие земли, разделяющие человеческие города вокруг Велдена, а также прибрежные регионы Эленсифара. Великая армия Веснота под личным руководством Верховного Совета Архимагов уничтожила всех врагов,
находящийся в Весноте. Город-государство Ленсифар формально присоединен к королевству. Населенные пункты распространяются к северу от реки в границах новой провинции Ановин, однако не приближаясь к лесу Висмир. 164 по 176 года Веснота. В течение этого 12-летнего периода западная крепость Халстед была возведена в сердце диких земель. 199 год Веснота. Ободренные защитой Халстеда, поселенцы устремляются на запад. Поселения Алдрил и Карцин разрастаются крупные города, во-первых, из-за своей позиции рядом с заливом Жемчуга, а во-вторых, как остановки на пути в Ленсифар и военные посты на Великой реке. Поселенцы из Карцина пересекают Великую реку и основывают первые поселения к северу от нее и к востоку от леса Весмир. 200 по 350 года Веснота. Золотой век Веснота. Золотой век Веснота был временем великих королей, а также мира и процветания в королевстве. Оркам было нанесено серьезное поражение от Веснота и Ленсифара 75 лет назад, поэтому они не представляли большой угрозы, и когда они вновь атаковали, они были быстро побеждены. Армия была уменьшена, и короли этого века прославились своими трудами во благо населения. Эта эра заканчивается, когда король умирает, не оставив наследника, и правление получает новая династия. 251 год Веснота. Хлеодил, жена Калинза, умирает. 350 год Веснота. После смерти Халдрика IV начинается распад королевства. Ленсифар остается провинцией Веснота, но проявляет все больше независимости в связи с отделенностью от королевства. Подписан договор между лордом Ленсифара и королем Веснота. 350 по 417 года Веснота. Первый темный век Веснота. Первый темный век был временем борьбы и вторжений. Когда Халдрик IV умер, он оставил Веснот без короля, и последующие 70 лет были отмечены недолгими династиями, нападениями все более агрессивных орков и дальнейшим разделением Веснота и Ленсифара. Темный век закончился, когда Гарард I вступил на престол и начал новую династию, которая правила в течение следующих нескольких сотен лет. 360 год Веснота. В Парфине родился маленький Шар. 363 год Веснота. Последний ребенок Калинза умирает. Калинз, осужденный пережить своих потомков зельем Крилану, покидает лес Лентанир и начинает бродить по Великому континенту. Деревня Магре терроризируется незначительным некромантом. Происходит действие сказания двух братьев. 389 год Веснота. Рождается Гарард, будущий король Веснота. Маленький Шар возвращается в Парфин из Алдуинской академии. Начинается падение во тьму. 417 по 530 года Веснота. Правление Шивир. Династия короля Гарарда была длительна и многочисленна, но во время ее правления произошло несколько ужасных происшествий. Конец правления первого короля был омрачен атаками орков и мертвецов, а второй был убит собственной женой и сыном. Незадолго до 517 годов Веснота узурпация матери королевы Шивир закончилась. 417 год Веснота. Годы раздоров и вражды закончились. Гарард I захватывает трон и становится королем Веснота, основывая Гарардинскую династию. 440 года Веснота. Родился Гарард II. 442 года Веснота. Дальфадор, позже названный Великим, родился. 450 года Веснота. Родился принц Арант. 468 года Веснота. Зорлан становится великим вождем северных орков. Дальфадор оканчивает обучение в Великой Академии. Мемуары Дальфадора начинаются. 470 года Веснота. Умирает Гарард I. Гарард II становится королем Веснота. Орки великого вождя Зорлана и мертвецы, поднятые некромантом Ильям Алалом, атакуют границы Веснота. Действие всех, кроме первого и последних трех сценариев мемуаров Дальфадора, происходит в этом году. Контроль над восточными землями утерян во время войны и не будет восстановлен в течение десятилетий. На ближней стороне Вэлдена построена застава, чтобы отражать набеги орков. Долгая вахта речной стражи начинается. 478 года Веснота. Гарард II женился на Шивир.
Герард издает указ, по которому наследником может стать любой член его семьи, если ему удастся добыть скипетр огня из пещер пламени. В 480 годы весноты родился принц Элдред. В 483 годы весноты родились Эрайн и Этин, близнецы братья Элдреда. 498 год весноты родилась принцесса Лисар. 500 год весноты родился принц Конрад, самый младший сын принца Аранда. Началась война между Веснотом и северными орками. 501 год веснота. Предательство на поле боя. Гарард ведет свои войска к орочему лагерю в Гарлакадаре рядом с переправой Абес. Армия Гарарда разделяется на две группы, одну ведет он сам, а другую его сын Элдред. Элдред предает отца и атакует его со своими войсками. Элдред убивает отца и своего дядю принца Аранда на поле боя Абес. Отмщение. Дальфадор сбегает с поля боя и направляется к Велдину. Элдред платит дань королю орков, который остановил атаку. Дальфадор собирает силы законопослушных, чтобы отомстить за смерть короля Гарарда. Силы Элдреда сражаются с законопослушными Дальфадора в Велдине. Законопослушные терпят поражение, но Элдред убит Дальфадором. Ашевир захватывает власть. Ашевир приказывает убить племянников Гарарда и объявляет себе королеву Веснота. Услышав эту весть, Дальфадор проникает во дворец. Дальфадор находит принца Конрада, когда его убивают. Дальфадор сбегает, забрав тело Конрада, чтобы похоронить его в земле эльфов. Во время путешествия по Весноту эльфийская леди Парандра находит ребенка-сироту. Парандра и Дальфадор решают притвориться, что сирота на самом деле принц Конрад. Дальфадор и Конрад отправляются в Великий Юго-Западный лес, чтобы найти убежище у лесных эльфов. Сторона сопротивляется Ашевир. Эленсифар отказывается подчиниться Ашевир и объявляется независимым городом государством. После нескольких поражений армия Веснота отступает от дальних земель королевства. Восточная граница Веснота уменьшилась, зафиксировалась и оставалась хорошо защищена. В результате ухода законопослушных несколько небольших сообществ на западном побережье Великого континента жили в относительной независимости, в то время как эльфы процветали в лесу на юго-западе Веснота. Группа граждан Весноты организует сопротивление Шевир. В итоге они вынуждены покинуть свои дома и поселиться на островах Три Сестры. Освобождение. Дальфадор поднимает Конрад под защитой эльфов. В 502 по 517 годах Веснота. Дальфадор поднимает Конрад под защитой эльфов. 517 год Веснота. Ашевир нанимает арцистские силы, чтобы охотиться на ее племянника Конрада. Оркские силы сходятся на убежище Дальфадора. Конрад бежит домой с эльфами и отправляется на стремление восстановить престол Уэснота, найденный наследник на престол. 580 год Веснота. Конрад пересекает Великую реку в северные основания на поиски скипетра огня. Они попадают в пещеры Кналги. Объединились с принцессой Лисаром и нашли ее. Они возвращаются в Уэснот и претендуют на престол. Наследник к трону заканчивается. 522 год Веснота. Рождение принцессы Анасар. 530 год Веснота. Уэснотианские колонисты начинают восстанавливать Ашемы. 544 года Веснота. С обеих сторон реки Нижний Вессенс снова цивилизованной территории. Речные охранники-посты на юге с Радока заброшены. Уэстонианская военная активность двигается на восток в Эшемоменты. 530 по 630 года Веснота. Эпоху страха. Возраст страха принимает свои имена от событий конца эпохи. На поверхности первые 90 лет были очень нерешивыми. Однако за это время произошло необъяснимые волшебные события.
особенно на восточных землях. Ранее прирученные земли медленно утверждали, что пустыни в качестве страха и паранойи постепенно омрачивают дух новаторских и приключений, проявлявшихся ранее в истории Уэстната. За последние 10 лет эпоха Уэстнат охватил груз самого сильного нападения нежити и был почти разрушен. К концу эпохи большинство Уэстната были созданы бесплодными, большинство великих зданий внутри и за пределами Уэстина были разрушены, а население Уэстната было половину того, что было. Это было в этой эпоху, что определенные районы хаотической северной местности впервые были введены в любой закон и порядок. Небольшая группа людей и гномов, принимающая кого-либо из любой гонки, которая хотела присоединиться, сформировалась в Северный Альянс с видением заработать северные основания безопасным жить. Со временем этот альянс стал медленно, но неуклонно у власти. К концу эпохи альянсу удалось сделать несколько небольших районов, включая Кналгу и окружающие регионы, стабильные и процветающие. Следовательно, многие люди эвакуировали из пустышки, что большая часть Уэстната стала и переехала на север. Истощение населения Уэстната и еще дальше. 533 год Веснота. Дальфадор уклоняется к старости и умирает. Его тело погребено рядом с его персоналом в Орегон-Норе. Родился следующий великий мудрец Уэстната, Дацин. 534 год Веснота. Небольшое сообщество дверей для Двуарвин в северных районах недалеко от Кналги. Повстанцы против оркских повелителей. Начинается северное перерождение. Жители во главе с Сталином головой под землей и находят гномов, с которыми они объединились. Их комбинированные силы уничтожают Лича, который пытается претендовать на Кналга, как его собственное. 535 год Веснота. Уорлохи, аспирант Ракшас, нападает на Таллин и его силы, но не проникает в защиту гномов. Чтобы помочь победить орков, Таллин обеспечивает помощь двух лишам и спасает эльфийскую принцессу, чтобы обеспечить помощь эльфам. Способствовали его новые союзники, Таллин разбивает силы Ракшаса. По мнению некоторых источников, Таллин и эльфийская принцесса женаты, другие говорят, что они расстались в плохой крови. Чтобы сохранить новый мир в северной местности, Таллине и его союзникам образуют Северный Альянс. Северное возрождение заканчивается. 550 год Веснота. Лорд Хамель из Кналги посылает экспедицию в Калкарта, чтобы определить судьбу молотка Тураган. Молоток Турсаган проходит в конце 550 лет до начала 551 года. Гномов в Кналге и в других местах начинает восстанавливать потерянное искусство ведущего. Уэстнотианская колонизация расширяет путь к югущему прошлому порту Тайн. 563 год Веснота. Конрад Элиссер умирает после необычайно длинного правления. Принцесса Анна Сар становится королевой. Сэр Галдрен становится выдающимся в суде Уэлдина. 585 год Веснота. Королева Анасар уходит в отставку. Халдрик VII становится королем Уэстнат. 589 год Веснота. Дацин Белый Маг и Раванал, восточный волшебник, соревнуются с советником короля. Сэр Галдрен умирает после консультирования Халдрика VII, чтобы выбрать Дацина. Король делает, как Галдрен советует. 593 год Веснота. Раванал
показывает, что он обратился к злу и бежит из Видца. Конрад II рождается. Некоторые южные пограничные районы официально прилагаются к королевству Уэстнот, как провинция Керлата. 598 год Веснота. Южный охранник организован как полуразрешенное образование королевской армии защищать жителей пограничной провинции Керлата. 607 год Веснота. Южное ограждение прекращает отчетность. Халдрик VII отправляет Деоран, сын Халдила, чтобы расследовать. Южный охранник проходит в 607-608 году. 612 год Веснота. Халдрик VII умирает. Конрад II увенчан королем Уэстнота. Этот сын продолжает свои обязанности в качестве советника с Конрадом II. 625 года Веснота. Таинственные исчезновения скота и крестьян вызывают частичную эвакуацию горных холмов. Лорды лошадиных равнин сообщают увеличить бандитизм оттуда. Конрад II посылает Дацин с Кваеком и Гведри, человеку старой речной охраны из сильных точек. Восточное вторжение начинается. 626 год Веснота. Мал Раванал атакует средний форпост, где размещены Гведри и Дацин. Дацин и Гведри путешествуют до северного форпоста, а с Кваеком отступайте в северные страны. На крайнем севере города Мерфолк Джота переполнены нежить. Действие мертвой воды происходит. 627 год Веснота. Последняя защита Веснота нарушена, и марш нежити на Уэстноте. В северных районах орки езжу на армии Кветна обратно через реку. Весенс осаждается. Гведри ломается через линии нежирных линий, чтобы добраться до Велдина. Совет проводится. Армия Гведна повезла и убивает Мал-Раванал. Восточное вторжение заканчивается. Уэстнот сохраняется, но больше порций были уничтожены нежить. 628 по 673 год Веснота. Серебряный возраст Уэстнота. Серебряный возраст или реставрация Уэстнотианского королевства по сути совпадают с остальной частью длинного и успешного управления Конрада II. А в этот период Веснота в значительной степени восстановился от ущерба, что сделал атаку нежити Мал-Раванала. Это, однако, никогда не совсем вернуло величество, которое имело на высоте его власти. Северная местность, помогающая второй волной колонизации на север от Уэстнота, становится все более цивилизованным и стабильным, хотя нигде не так, как процветали, как Уэстнот было во время своего золотого века. Северные страны развились городами значительного размера и процветания, если несколько опасная торговая сеть. 4 основных полномочия вскоре пришли доминировать на большую часть северной местности. Сначала были гномы, которые контролировали большинство гор и огромный массив подземных туннелей и пещер на восток. Окутанный загадкой положил эльфийские леса, которые продолжали недоступны для любого не из эльфийской крови. Оставшийся пейзаж доминировал либо арктическими племенами, либо независимыми человеческим уходом. Поскольку конкуренция за землю выросла, ожесточенные войны слепились между человеческими и орковными силами. 628 по 635 года Веснота. Конрад II начинает свою попытку установить Уэстнот. 673 год Веснота. Конрад II умирает, приведя династию Гардина до конца. Начинается Вторая усердная гражданская война. 765
I по 816 года. Наследие Черный глаз Карун. После десятилетий борьбы Чернокос Карун становится первым варлордом после убийства великого главного Брурбара в 20 лет, чтобы объединить все разные родные арковские племена под его баннером. Среди его многочисленных достижений в качестве суверена его самым известным является создание Великого Совета. Карун был деликатным человеком, и он знал, что после его смерти арковские племена снова превратились в борьбу между собой, причем мало он мог сделать, чтобы предотвратить это и последующие опасности у венников и эльфов. Следовательно, Карун выбрал из всех различных племен 6 из самых трезвых и самых удивительных орков и таким образом создал Великий Совет. Это была работа Великого Совета, чтобы оставаться в стороне от любых племенных или территориальных ссорений среди орков, но все же всегда оставаться там, чтобы дать совет, кому бы ни был искать его, чтобы сохранить Оркиш Рейс в случае чрезвычайной ситуации. Он инвестировал в них силу, чтобы вызвать Великую Орду. Было установлено, что каждый орк, независимо от этого племени он пришел, должен подчиняться повестке Великой Орды, и все отслеживают лидера, что Великий Совет поставил во главе Великой Орды. 816 год Веснота. Рахул I, Господь, защитник Северного Альянса, и Черный глаз Карун подписывает мирный договор, заканчивая 15-летней войной между людьми и орками. Вскоре после этого Карун зассал и убит в загадочных обстоятельствах. 841 год Веснота. Война вновь разбивает между арцистами племенами и северными человеческими уходом. Поскольку люди разбивают давно постоянный договор и попытаются колонизировать арцистские земли, в ответ Великий Совет, созданный Черным глазом Карун, призывает к Великому Орду и дарует лидерство об этом на Капу. Сын Черного глаза начинается. 843 год Веснота. Половина Великого Совета предательски убита союзными человеческими силами, а также дезинтегранты Аркистской Юнии. Столкнуться с уничтожением всех орков на Великом континенте Капу насильственно утверждают его контроль над арцистскими территориями и поражает вражеские силы. Северный Альянс прибывает на сцену вовремя для окончательной битвы, помогает Капу поражать силы северных уходов, которые нарушили договор. Затем Капу предполагает положение суверена над северными племенами, и его правление укрепляет в беспрецедентную эпоху единства и процветания для орков. 852 год Весноты. Капу отталкивает большое эльфийское вторжение. 858 год Веснота. Люди еще раз наступили в вторжение, но оказываются не совсем матча для объединенных орковских сил под руководством Капу. Сын Черного глаза заканчивается. После падения на некоторой неизвестной точке в будущем невыразимый катаклизм очаровал поверхность земель. Леса умерли, холмы превратились в скалистые пустоты, а поля стали бесплодными пустынями. В апокалипсисе союзники повернулись друг с другом, и друзья бросились за то, что осталось немало всего ресурсов. Великие нации были разрушены, и огромное количество людей умерло.
Все еще среди хаоса как-то небольшие группы людей выжили, укрыли в скрытых местах в этой постапокалиптической мировой выживаемости. Это ежедневная борьба, как несколько оставшихся племен вне существования среди руин упавших империй. Героические группы эльфов, кочевых людей-беженцев, дикие орды орков и темных некромантов все поддают новую жизнь под беспощадным двойным солнцами. Села и Ная этого нового Уэстната. Год неизвестен. Пост Уэстнат. Квинотские эльфы адаптируются к жизни в бесплодном мире Великой Южной пустыни. Со временем они потеряли свою близость к лесу, их родословны и обнимают жизнь в песчаных пустотах. Под руководством Тануиля квинотские эльфы строят и поддерживают укрепленную деревню вокруг редкого оазиса. Деревня процветает среди военных действий пустыни. Однажды ночью метеорные роды, дожди от неба и разрушают деревню Квинотской эльфы. Начинаются горячие солнца. На следующий день Тануил, как и многие другие, отступают и предполагается мертвым. Калих, племянник Тануиля, принимает руководство оставшихся незотских энотских энфоров в качестве выживания рядом с Кинью. Кали, послушающий голос своего бога Элоха в своей мечте, собирает оставшиеся кнезотские энфы и ведет их к северу на новую обещанную землю, отпустившееся восстановление их пустынной деревни. Квинотские эльфы сражаются на севере до нежити, орков, бандитов и других злых, вентилирующих под землей под большим горным хребтом в команде Элох. Подругая неожиданные союзники под землей, силы Калиха выживают на другую сторону горы. Кератур, сын Тануиля и выживших катаклизма, безумных с испуганным нападающим Кали. Калих побеждает Кература. Калий бросил команды, предоставленные ему видением Элоха. Кенота достигает океана. Сразу с мерфолками они избегают материка и возглавляют на недавно обнаруженный остров, место, где Квинот может осесть в мире. А на острове Квинот сражаются с Еченогот, Едок душ и невероятки Элоха. Еченогот и армия разрушены Квинотской. Кали и эльфы оседают на их новичок и вновь названный Квинотский остров под горящим солнцем заканчивается. Неизвестный год Веснота. Тролль Грок, друг квинотских эльфов, возвращается домой. Неизвестный год Веснота. Долгое время спустя после падения последние лесные эльфы Большого континента вынуждены покинуть родной дом и вступить в немыслимый ранее союз в надежде дать отпор огромному злу, нависшему над Эрдией. Но даже теперь одной лишь древней силы не хватит, чтобы помочь им в их странствиях. По мере того, как тень хаоса охватывает весь континент, ватага безрассудных героев готовит ответный удар по империи. Их цель – сразить тирана, кем бы он ни был. Неизвестный год Веснота. После поражения императора хаоса свободные народы Большого континента надеялись, что его преследователи прекратят идущую войну. В это время Галас и его невероятная горстка героев отправляются назад в северные земли, чтобы
заручиться поддержкой для следующего похода. Неизвестный год Веснота. Проходит время, империя хаоса все еще крепка, несмотря на удары врагов. Пока Великий Совет занят более срочными делами над хрупким альянсом народов Крайнего Севера, нависла угроза нового загадочного предводителя, жаждущего вторгнуться в их беззащитные земли. Неизвестный год Веснота. И пусть в конце дня тьма поглотит наши дома и жизни, и поймаем мир под ней в ее непроницаемую пелену, ночь не вечна. И даже среди хаоса надежда сияет нам, подобно маяку, что поможет победить наши худшие страхи и воссоединит нас с судьбой.